Слава Украине, привет всем от Полонского. Если кто-то думает, что политика Трампа, как в отношении Украины, так и в отношении всех остальных вопросов, это глубоко продуманная политика, пускай неправильная, пускай правильная, пускай, как говорится, где-то посередине. Но опять-таки, что это продуманная политика, которая осуществляется поэтапно, шаг такой, потом предусмотрен шаг вот этот, потом вот этот. То есть определенная, в этом есть определенная закономерность, которая была запланирована заранее. Ребята, вы глубоко ошибаетесь. Это все полнейший, ну, я сейчас скажу такое легкое слово, экспромт. Но дело в том, что это просто теория случайных чисел, и это генератор случайных событий. Вот что такое политика Трампа. Я сейчас вам просто расскажу, как вводились и как снимались пошлины со 185 стран мира. Точнее, введены они были в отношении 185, потом, по-моему, 184 он снял, может, еще Китай остался, да, может, еще кто-то остался. Ну, будем говорить так, что 184 стран он частично эти пошлины снял, а на Китай оставил и усугубил, да. Рассказать вам, как это было. Ну, вот об этом пишет, это не я выдумал, об этом пишут, собственно говоря, газеты сейчас. И, ну, послушайте, значит, каким образом это было. Наварра, это я вам рассказывал в одном из роликов, точнее в паре роликов я рассказывал, что Питер Наварра это такой, это такой гений, если можно так сказать, в кавычках, финансовой политики Трампа, который основывается на результатах труда другого несуществующего, как казалось, гения Рона Вара. То есть чувак не существует, да, а тот все время на него ссылался. И на результатах трудов которых, несуществующих трудов которого Трамп строил и строит свою финансовую политику. Так вот, он именно и натолкнул Трампа на совершенно идиотскую идею устроить вот этот тарифный геноцид в отношении всего мира. Так вот, пока в одном из углов Белого дома вот этот Питер Наварра проводил какое-то совещание со своими халуями, которые там вместе с ним находились. Я имею в виду экономические халуи. Да, вот. С такой компанией, воспользовавшись его отсутствием, другие два трамписта, это Фунтик-Лунтик, помните вот этот клоун, который является у Трампа министром торговли, абсолютно смешной персонаж, который мелет, язык как помело, ну, приблизительно такой же, как у Трампа, да? Лунтик-Фунтик. И другой персонаж, это Бессент, это министр финансов Трампа, который приезжал сюда в Киев и цокал ногтем по договору кабальному в африканском типе 19 века, который, конечно же, Зеленский отказался подписывать. Вот эти два клоуна, они, как бы вам сказать, они клоуны, но они не сумасшедшие, да, то есть они может не, я не знаю, они может не 7 пядей во лбу и не являются финансовыми гениями, я тоже не являюсь финансовым гением абсолютно, и не 7 пядей во лбу. Но они соображают каким-то образом, пускай, может, не из-за образования, но из-за какого-то бизнес-чутья, что вот эти тарифы Трампа, ну, им ведут Америку к краху. И вот, воспользовавшись тем, что Трамп находился в одном углу здания, а вот этот Питер Наварра в другом углу здания, они прибегают, значит, в Белый дом, в оральный кабинет, а там как раз Трамп и находился, прибегают к нему, и рассказывает ему, что если, мол, смотри, Донни, если вот ты сейчас ничего не поменяешь, то последствия для Соединенных Штатов Америки, прежде всего, будут катастрофическими. Донни, значит, совершенно ошарашенный. Он же думал, что он великий маг, великий чародей, чудодей, да, и не знаю, и великий любовник, там, все остальное, значит, вместе взятое. Он немножко ошарашенный сидит и слушает, значит, Фунтика-Лунтика и этого значит, Бессента. И ему становится плохо от того, что он услышал. То есть, да, все фигово, а будет еще хуже. Тить твою налево. Короче говоря, они с ним поговорили. Он чухает, значит, волосы свои. И говорит, нафиг, снимаем санкции со всех, кроме Китая. Вот Китай плохие, значит, им мы санкции оставим.
а этим всем снимаем, ну, оставим 10%. Вот. И пока этот самый товарищ Навара пришел с совещания в другом крыле Белого дома, уже выскакивает этот блондиночка, которую фамилия Левит, я никак не запомню ее фамилию, очень глупая блондинка, которая постоянно ходит в китайском, но говорит всем, что нужно, значит, от китайского полностью отказаться. Да, значит, выходит Левит, Бессент, выходят к прессе и рассказывают, что они уже, значит, вот снимают эти санкции со 184 стран, а Китаю, значит, остаются эти санкции. И весь мир: вау, вау, вот это дела, вот это, короче говоря, вот это глубина мысли, вот это да, вот это предвидение, вот это замечательно. Трамп, какой мыслитель, Гомер, да, Илиада, Одиссея. Все, он все продумал заранее. Продумал, ага. Заранее продумал, действительно, да. То есть генератор случайных мыслей под волосами сработал, и случайно сначала ввел эти санкции, потому что ему кто-то там один нашептал, да, а потом точно так же вот таким вот образом снял вот эти санкции, потому что два других чудика ему что-то там другое уже, через другое ухо нашептали. Соответственно, поскольку у него, же, понимаете, у него же тоже мозг не бездонный, человек пожилой, вот, и не самый талантливый в мире, если сюда что-то заходит, вот, оно все не помещается, там уже какие-то мысли были, то, соответственно, какие-то мысли с этого уха уже выпадают. Вот. И так и получилось, что он сначала ввел санкции, потом ему сказали, что надо их вывести аккуратно. Вот. И вот то, что вводить санкции, у него уже с этого уха выпало, соответственно, все, они санкции сняли, понимаете, да? Вот так вот все приблизительно вот в таком вот стиле у них и получилось. А потом все рассказывают: боже, какой он великий шаман, да, да он все это предусмотрел на 45 ходов вперед. Предусмотрел на 45, на 48 ходов вперед, конечно, да. Ну и по поводу того, что он сейчас происходит в отношении Украины. Вот эти слова Рубио о том, что они выйдут из переговорного процесса, это тоже не является, знаете, никаким хитрым планом, ничего в этом нет. Просто Трамп вызвал Рубио и этого Виткофа, и сказал им, что переговоры ведутся сильно долго, они его задолбали, он хотел быстрый результат, поэтому давайте так, или мы сейчас получаем какой-то нафиг результат, или вообще пошло все в задницу, мне плевать на Европу, мне плевать на Украину, давайте сматываем манатки, будем заниматься Китаем, еще чем-нибудь, Ираном, Хамасом. Вот Хамас, клиенты такие нормальные, там занимают всего лишь пляжи, с ними просто порешать, и то не получается. Вот. А тут с Украиной все сложно, да ну его нафиг. Вот. Ну вот опять, это, то есть в отношении Украины просто... Опять генератор случайных каких-то мыслей, которые приводят к генератору случайных событий. Вот это весь Трамп. Если кто-то думает, еще раз говорю, что это какой-то у него анализ каких-то событий, он тяжело работает над этим вопросом. Ребята, вся его работа над ситуацией по Украине, скорее всего, укладывается там в несколько минут разговора с Рубио. Вот. И потом тяжелая работа перемещается, как правило, в пятницу вечером в направлении Мар-а-Лаго, где у него приезжают его кореша тыцкать, шмыцкать, гольф, гонять этого мячика туда и сюда. Вот. И там, собственно говоря, на этом все это дело и заканчивается.